Zenfone 10, 4К 60 FPS, как говорится, усложняем задачу. Мы включаем камеру. Не включается она уже, все. То есть, в общем, в режиме утопления камеру включать нельзя. Точнее, сенсор начинает плохо работать. Но топить можно, главное недолго. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, вы увидите обзор на Asus Zenfone 10. И это самый маленький флагман на рынке, который, в принципе, позиционируется так, что он создан так, чтобы вы могли управлять одной рукой комфортно смартфоном без использования второй руки вообще. Для примера, у меня в руках CV3 от Xiaomi. Это последний их а-ля компакт. И Asus Zenfone 10. Стерео, мини-джек. Помимо того, что здесь у нас есть мини-джек, вы не забывайте, что это дело имеет защиту от влаги. И я его вначале для вас топил, так делать не стоит. Не подразумевается, что этот смартфон, если вы утопите, его вам кто-то поменяет, поэтому так не делаем. Если говорить об основном модуле, он может снимать в 4К 60 FPS, 8К 24 FPS. Камера не самая сильная сторона этого устройства. Для примера, я снимал на него 11-минутный ролик, рассказывал о нем, когда ходил на лайв-канале, можете посмотреть одним кадром. На данный момент, на данной прошивке с автофокусом не все хорошо, и весит файл 8 гигабайт, при том, что у остальных устройств, какие я не тестировал, в том же сценарии, когда я хожу и 10 минут рассказываю, а потом выгружаю на YouTube, этот размер, ну, примерно гигабайт максимум 5. То есть у него формат сжатия довольно странный. Сканер отпечатков пальцев в кнопке многим наоборот будет приятен. Если говорить о разблокировке по лицу, она отрабатывает хорошо. Но здесь есть плюсы, минусы, как и у любого другого устройства. Насчет того, что лучше приобрести Samsung S23 или Xiaomi 13, хотя они по габаритам рядом не лежали, но они реально больше. Вот это реальный компакт, и из реальных компактов на моей памяти только был iPhone 12 mini и 13 mini. В 14 линейке они это дело закончили. Поэтому Asus радуется, что у него конкурентов в данных габаритах просто нет на рынке, тем более на Snapdragon Gen 2. Какие здесь минусы, плюсы и результаты всех тестов с примерами фото и сравнением с CV3 вы увидите сейчас. Смотрим. Распаковка. Поставляется данный смартфон в минималистичной серой коробке из переработанного картона. Упаковка такая же, как у Zenfone 9. На упаковке есть название модели и краткая характеристика. Пакинг хороший. В комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под сим-карты, притом он еще и с надписью Asus. Краткую информацию: чехол, обыкновенные проводные наушники с комплектом амбушюр, за что все равно огромное им спасибо. Кабель с Type-C на Type-C, блок питания на ультраскромном 30 Вт и сам смартфон. Смартфон не имеет защитной пленки, за что отдельный минус, потому что потом вы устанете ее искать. Слот прорезиненный на 2 нано-сим-карты, никакой карты памяти, разумеется, запихать туда нельзя. Весит смартфон без чехла 172 грамма, а габариты составляют 146 на 68 на 9,7 мм без блока камер. Слегка он пузатенький, но только слегка. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого еще разыгрывается Honor Magic 5 Ultimate на канале. Все условия в описании к ролику. Не забудьте подписаться с колоколом и написать в комментах, что бы еще хотели увидеть на обзор. Знайте, вы помогаете проекту. Перейдем же к смартфону. Поставляется данный девайс в черной, белой, красной, синей и зеленой расцветке. Внешне 10-я серия не особо отличается от 9-й, если не сказать, что они идентичны по дизайну. Тыльная часть тактильно очень приятная, выполнена из поликарбоната. Рамка выполнена из алюминия. Сборка качественная, материалы топовые. Корпус не марки, не скользкий, за что плюс. Лежит Zenfone 10 в руке, удобно пользоваться одной рукой, даже если она у вас маленькая, можно без каких-то проблем. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, рядом с которой есть сенсорная область ZenTouch 2.0 для более удобного использования смартфона одной рукой. В настройках можно назначить различные команды на свайпы, к примеру, для управления воспроизведенным видео, просмотром веб-страниц и не только. Также есть панель быстрого доступа Edge Tool 2.0. Подобная панель не новинка, но в Zenfone 10 из-за компактных размеров она особо удобна. Да и в целом функций для комфортного использования смартфона одной рукой более чем достаточно. Далее на корпусе есть разъем USB Type-C версии 2.0, за что минус. 2 микрофона, OZA аудио, двойные стереодинамики со звуком Dirac HD и усилителями Qualcomm WSA8835. Звучание здесь хоть
и псевдостерео, но качественное и громкое. Хотя при прослушивании музыки или игре задняя крышка очень даже сильно вибрирует. Мини-джек на 3,5 мм на борту, что удобно. Ко всему, аудиовыход имеет следующие характеристики. Hi-Res Audio 24 бита, Audio Wizard с несколькими профилями звучания и Dirac Virtuo для пространственного звучания, используя наушники. Bluetooth кодеков на борту достаточно, вы их видите. От вибромотора я ожидал большего, как и в Zenfone 9, но хорошо, что он настраиваемый. ИК-порта, к сожалению, нет, но есть водонепроницаемость класса IP68. И в начале ролика вы могли наблюдать, как я усердно его топил. Так советую не делать. Смартфон оснащен Super AMOLED дисплеем на 5,9 дюйма при поддержке Pixelworks с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Покрыт он Corning Gorilla Glass Victus, рамки небольшие и плюс за то, что фронтальная камера находится сбоку, а не по центру верхней части экрана. Цветовой охват DCI-P3 112%, NTSC 107% и 151,9% sRGB. Соотношение сторон 20 к 9, HDR10+, на борту, матрица экрана прямая, что удобно для игр, плотность пикселей 445 ppi, что-то среднее между мегатопом, когда за 500 ppi, и среднячками в районе 400. Пиковая яркость 1100 нит, при прямом попадании света на экран яркости в целом достаточно, яркость не сбрасывал ни в играх, ни на улице при прямых солнечных лучах. Притом отмечу, что раз, подбородок здесь есть, второй момент, дырка под фронталку просто огромная. Автояркость отрабатывает хорошо, частота обновления экрана максимум 144 Гц, есть 120 Гц, 60 и 90. Режим автогерцовки. Тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране, результат средний, неплохой. Мультитач, конечно же, есть, и экран спокойно откликается на все 10 пальцев. DC-диминг в наличии, но только при 60 Гц. Показатели шима вы наблюдаете на экране, шим поднимается до 40% без DC-диминга, что, конечно, не совсем радует, но и не такая печаль, как у Samsung под сотку. Always On дисплей на борту, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознавания лица и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно хорошо, как и распознавание лица, которое работает даже под углом. Летим дальше. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с техпроцессом 4 нанометра, с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц. Графический процессор Adreno 740, все стандартного обвеса на Android 13 версии, разумеется, будет еще 14 и, скорее всего, то, что они не упоминали. Сколько лет поддержки будет всего 2 года. Система занимает всего 17 гигабайт, что немного. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 8 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS версии 4.0 и на выбор 128, 256 или 512 гигабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, поддержка Dual 5G и для 4G бенды 7 и 20 на борту. Притом есть информация, кстати, что при внутренней памяти на 128 гигабайт UFS типа не 4.0, а ниже. Но информация разнится. Я не стал экспериментировать и не стал брать на 128. Bluetooth версии 5.3 NFC поддерживается. На данный момент можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки NFC модулем. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее. Микрофоны, как и датчики приближения, отрабатывают также без нареканий. GPS-тест показывает точность 3 метра в городских условиях. Емкость аккумулятора 4300 мАч, в PC-марке он выдал 7 часов 33 минуты, в Work Performance космические 17373 балла. Заряжается он от 0 до 10% за 10 минут, за 35 минут на 50% и за 87 минут на 100%. Беспроводная зарядка на 15 Вт также на борту, в отличие от Zenfone 9. Для работы есть несколько режимов работы смартфона под разные сценарии использования. Я против таких штуковин, но многим нравится. В играх в среднем уходит по-разному. Смотрите, при одновременном стриминге на Твиче у меня на лайв-канале, повторяюсь, 2 ролика, посвященных этому смартфону. Первый с прожаркой, так вот, в одной игре он поедал 18% в час, а во второй игре в стрелялке в PUBG на максимальных настройках он поедал 24% в час, но отмечу, что это все было с одновременным стримингом на Твиче в 1080p 30 FPS. Я считаю, что смарт по автономности просто супер, учитывая его размеры, габариты и аккумулятор. Притом яркость он не сбрасывал. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест выдал 297 гипсов минимально, максимально 461 и в среднем 397 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. При том, что из этого часа он 57 минут проходил идеально, в целом смартфон прошел тест великолепно. В Geekbench 6 в синглкоре 1952 космос и в мультикоре 5038. 3D Mark показал Wildlife Extreme 3586, Wildlife Extreme Stress Test 3600, Slingshot на максимум. В Antutu результат выдал в 1 531 000 попугаев, потратив всего 6% заряда. И это немного, но и немало. Storage Test показал 122 000,
45-минутный стресс-тест прошел плохо. Результаты вы можете наблюдать на экране. Перейдем же к камерам, которые здесь, к слову, по мне, не особо и супер оказались. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX766 на 50 мегапикселей, 6-осевой гибридной стабилизацией, апертура 1.9 и сверхширик на 13 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов. Запись видео доступна в 8К 24 FPS, 4К 60 FPS, 4К 120 FPS в слоумо и ниже. С автофокусом по мне беда. Смартфон имеет также оптический зум, цифровой зум, а из режимов есть, к примеру, Pro режим, режим макросъемки, формат RAW и не только. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя, максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS, при том, что в Zenfone 9 доступно 4К. Короткие примеры вы сейчас увидите. Asus Zenfone 10 против Xiaomi CV3, при том у CV3 почему-то залочено нет 4К 60 FPS. И съемка ведется с двух рук. 60 FPS у Asus, у CV, повторяюсь, 30, но тоже 4К. Оцените, насколько хорошо работает стабилизация. Какое освещение в аэропорту практически все знают. Во всяком случае, те, кто выбирают Asus Zenfone 10, я думаю, имеют большую практику перелетов. А вот фронталка, кстати, у Xiaomi 1080p 60 FPS, а у Asus Zenfone максимум 1080p 30 FPS. И помним, что да, один смартфон дешевле второго практически в 2,5 раза, это факт. Фронталка и две камеры, обе мракобесные, на Xiaomi что-то видно, на Asus ничего не видно, ну, наверное, лучше, чтобы на Xiaomi вообще тоже ничего видно и не было. Вот так вы сможете себя снимать ночью. И вау! В принципе, этого вполне достаточно, чтобы понять фронталки, что не про это, но все равно для примера неплохо, правда? 4К 30 FPS на Xiaomi, 4К 60 FPS на Asus, и вот так вы сможете снимать ночью. По большому счету вам хватит секунд 20 для того, чтобы оценить возможности съемки. И да, я согласен, что разница у смартфонов чаще всего как раз видна ночью. Потому что днем плюс-минус все более-менее неплохо справляются. А насчет почему светлее на Xiaomi, это понятно, потому что здесь 30 FPS, но сейчас я переключу на Asus тоже на 30 FPS. Еще один заход, теперь на Asus 30 FPS и на Xiaomi 30 FPS. Вот так съемка будет вестись с этих двух устройств. У Asus есть плюс, можно на ультраширик переключаться. 4К 30 FPS, это удобно. Но по качеству съемки, по большому счету, что на одном шуму, что на другом, что у другого, что одного не фонтан, что у другого. Решать вам, что вам комфортнее. Ну, помним, что да, если брать, допустим, по логике надо было бы с Samsung S23 сравнивать Asus. Но снова Samsung больше, Xiaomi 13 больше, притом значительно. А если брать Sony, у них такие ценники, что их вообще рассматривать в принципе не стал. Ну и сравнение было в разных условиях, не особо я извращался. Вот здесь Asus Zenfone 10 и CV3, это выход, но сейчас я снимаю в 4К 30 FPS на один и другой смартфон. Можете сейчас прикинуть, какая разница, какой бы выход вы хотели видеть на тот или на другой смарт. И повторяюсь, что это кажется, что смарт намного меньше по факту при использовании. Это ощущается минимально. И для многих, у кого не крупные руки, это будет удобно. А если у вас руки чуть больше средних, то вполне возможно данный смарт вам как раз будет некомфортен. Если говорить об альтернативах, я об этом в выходе не буду говорить, но есть еще Queen смартфоны от Xiaomi, особенно прошка, если с гуглами, она в принципе потребна, хотя стоит в 4 раза дешевле. И есть еще большое количество различных японских смартов, но стоят они безумных денег, и они очень часто даже меньше, чем Asus Zenfone 10, и не так популярны. В целом, для сравнения основных камер именно в студии более чем достаточно, правильно? Вот сейчас вам сравнение двух фотографий, притом здесь без сглаживания, без всего, в автомате ISO 334 и апертура 2.5. И со сглаживанием у Xiaomi. И у Xiaomi апертура была 2.1 и ISO 132. Забыли про то, что здесь довольно неплохо убрали морщины. Здесь морщин не дорисовали. Если вы посмотрите другие мои обзоры и другие фотографии, здесь конкретно все
тоже гладенько. Смотрите, как они поработали с волосами. Несмотря на то, что было сглаживание у Xiaomi, я считаю, что с волосами у него получилось все намного лучше. Это раз. Два. Вырезал он лицо тоже лучше. И в целом, еще раз повторяюсь, исходники все у меня в Телеграме. Можете посмотреть, сравнить. Первое. Структура, разумеется, у рубашки лучше, чем у Xiaomi, у Asus, потому что сглаживания не было. Что за формат у Asus в автомате был при фото ночью, я не знаю. Но если вы обратите внимание, даже учитывая, что, не знаю, формат был какой-то странный, сравнивать здесь нечего. Детальности у Xiaomi значительно больше. Апертура у нас 2.2 и сошка выставлена чуть выше 300, здесь 660, но это ему не помогло. К сожалению, либо к счастью для Asus, ночью он снимает максимально отвратно, и может быть, если ближние объекты он снял и получше, то дальние объекты, одно сплошное у него размытие. Ну и ночное фото, ночное селфи. Что я могу сказать по поводу того, кто есть где? Это логично, что у нас Asus здесь. И я вам скажу, что сколько я не пытался фотографировать ночью на Asus, я примеры скину, вне зависимости от условий обстановки, все почему-то было смазано. Да, Xiaomi меня сгладила, еще и поменяла овал лица опять, но что делать? Не отключил я этот улучшайзер, но даже с улучшайзером заметьте, что фокус Asus упорно не хочет ловить. Как говорится, вот что бывает, когда ты стреляешь в автомате, да, вот такое разрешение для съемки у Xiaomi и у Civi, у Xiaomi Civi 3 и у Asus. Апертура у Xiaomi 1.8, 293 ISO. Здесь по-любому будет что-то мракобесное. 1.9, 87 почему-то ISO. Если мы посмотрим, как все это дело снято. Первое. Здесь у нас неподвижный человек был. Здесь у нас он двигался уже. Здесь два человека двигалось, здесь люди двигались. И что один, что второй смартфон, людей в движении сфотографировали не очень. Если говорить о дальних объектах, тут все просто. У Xiaomi, по мне, если брать детализацию, вот, допустим, на отдельном участке, все лучше. Посмотрите на те же колесики и что у нас под тележкой. А если говорить о объектах, допустим, на кафельной плитке, рисунок четче на Xiaomi, буквы и там не фонтан, но по мне четче все равно все было на Xiaomi. Если брать надпись Meeting Point и работу со светом, здесь Xiaomi чуть-чуть лучше отработала. Meeting Point отработала лучше, даже, наверное, у Asus лучше получилось. Ну а идеальный вариант для любого обзора — это сказать, что вот смотрите, если вы фудблогер, вы сможете снимать фотографии на великий ужасный Asus, просто великолепные, плюс еще и видео. Но по большому счету это простой объект, света много и это еда. Также можно, допустим, сказать, вот смотрите, фотография. Великолепная фотография на Asus. Почему? Потому что вид красивый. Апертура 1.9, ISO 25, рассеянный свет, не так он жестко и поработал с облаками, плюс-минус так же и было. И в целом от картинки впечатление объема есть, и в принципе структура того же песка более-менее передается неплохо. Но опять же, это ж все, когда ничего не сравниваешь, и здание видно. Все зависит от того, на каком источнике вы будете смотреть. Если все это дело смотреть на мобильном устройстве, хватит за глаза и за уши. Никакой обработки, разумеется, у меня не было. 4К 60 FPS, съемка объекта, проба пера, обновление уже прилетало. И смотрите, как работает автофокус. Плавно и, я бы даже сказал, шикарно. Притом можно включать, как я понимаю... Нет, нельзя. Я надеялся, что можно переворачивать камеру, но эта функция почему-то не активна. Можно блокировать экспозицию, можно включать режим энергосбережения, ставить на паузу. И здесь есть еще такая штука, как для стабилизации кружочек. Максимальное разрешение для съемки фронталки Full HD 30 FPS и 1080p 30 FPS. Это как минимум скромно для такой стоимости аппарата, но, как я говорил в самом начале и повторяться буду много раз, здесь, с другой стороны, царский комплект, вам и зарядка, и наушники, и чехол, и блок питания, ну и, разумеется, кабель. Ну, молодцы. То есть они упаковали по полной программе смартфон. Единственное, не хватает защитной пленки, конечно, в стоке, но что есть, то есть. Опа. Со светом вообще беда. 4К 60 FPS, смотрите, какой большой, умножаем на 2,7. Фронталочка, надеюсь, она лучше работает, чем кружки в Telegram, потому что только что я его записывал, это был ужас. Еще совсем чуть-чуть фронталки, но смарт точно не про камеру вообще, пока во всяком случае.
Ультраширик здесь 1080p 60 fps, и это хорошо. 4К 60 fps, со светом вообще какая-то беда. Если честно, не особо хочется вставлять примеры, и автофокус работает тоже не супер волшебно, хотя не совсем и плохо. В самых идеальных условиях обстановки основной сенсор Zenfone 10 после месяц после релиза может снимать в режиме спайка. 8К 24 fps, и по большому счету, я думаю, 5 секунд хватит. Тем более на YouTube ролик все равно не 8К, но это дело я выложу в телегу личную, сможете оценить. 4К 60 fps, ракушки, оцениваем, как и что может снимать. Особо долго Asus не хочется тестировать. Почему? Потому что камерафоном я все равно его не назову, но он уже снимает очень даже прилично, особенно учитывая оптостаб. Повторяюсь, что по мне кроп у него космос, но главное работает, как говорится, правильно? И работает это дело неплохо. Да, снимаю я сейчас в дождь, зато колоритно, правда? Что-то, когда очень много солнца и света, что-то, когда дождь, что-то в бассейне. В бассейне тоже, мне кажется, съемка интересна. 4К 60 fps, недостаток освещения. Стараюсь снимать красиво, все в тени. И оценивайте сами, сколько здесь шумов. Вытягивает он неплохо, то, что даже я не вижу. Хотя шумов много. Но, как говорится, все относительно. И благо я все время тестирую все в одних условиях. Так что можете посмотреть другие обзоры на подобные девайсы и оценить. Так, одним кадром уже 10-минутный ролик на этот Asus выгружен на канале. Вот так примерно вы сможете себя снимать в лифте. Слово почему-то не двигается, но сейчас будет двигаться. И возможно вы услышите шум, а может быть не услышите. И помимо этого еще был стрим прожарка на лайв-канале. Я играл, это дело грелось очень сильно, но я думаю, вы об этом уже несколько раз слышали. Вот так. Фронталка в лифте 1080p 30 fps. Так лучше не делайте, тем более на YouTube данное действие не заливайте, потому что он рекомендовать подобного качества видео точно не будет. Они там не дураки сидят, а аналитика у них неплохая. Пример работы фронталки в автомобиле, и сказать, что она плохо снимает фото, ничего не сказать, очень долго, очень медленно и очень плохо, так же как и в принципе при недостаточном освещении видео. 4К 60 fps, очень плавная съемка с одной руки, никуда не двигаюсь и снимаю окружающие виды. Аэропорт всегда стандартно, аэропорт всегда много света и много неоновых огней. Ну и фронталка, и приходится очень далеко от себя руку держать. То есть это вот на вытянутой руке. Если я буду стандартно держать, то будет вот так. Очень удобно. Очень удобно. В целом пытался снимать все это дело на фронталку в движении. Абсолютно бесполезно. Кстати, у фронталки дырка просто огромная. Не забываем. 4К 30 fps, немного съемки в помещении. Ультраширик максимум 4К 30 fps. 4К 60 fps ультраширик снимать не может. Минусы. Изменения по большей части только в железе, нет ЭК-порта, фронтальная камера не имеет 4К, DC-димминг только на 60 Гц, скромная зарядка, ультра скромная на 30 Вт, нет телефотосенсора, маленькая пиковая яркость, нет автофокуса на фронталке и на сверхширокоугольном сенсоре тоже. Плюс скромное разрешение. Плохая камера, это опять же мое субъективное мнение. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, этим вы очень поможете проекту. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо. Кому не лень, напишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Постараюсь приобрести. И резюмировать я бы хотел довольно просто. Я могу сказать просто да устройству за габариты в данном выходе. Почему? Потому что по большому счету ничего нет рядом лежащего. Именно в этом размере с этим процессором. Но если говорить про перспективы, 2 года, я гипотетически предполагаю 2 года поддержки, потому что они не говорили что-то другое, а на Zenfone 9 было 2 года поддержки. Это раз. 2. Несмотря на то, что съемка ведется опять на него 4К 60 fps, основной модуль, вот сейчас я был в очках,
Без очков вы увидите, как он отрабатывает на лице. Но это идеальные условия для съемки. Если вы посмотрите, как на лайв-канале этот смартфон себя повел с довольно хорошими условиями съемки, но со съемкой с одной руки на основной модуль, все плохо. Про фронталку все плохо. Про игры все отлично, но все равно вы же понимаете, что маленький экран для игрового смартфона такое себе, тем более здесь нет триггеров. Если говорить про габариты, он небольшой, он минимальных размеров и меньше вы не найдете. Допустим, чтобы я себе взял, я бы точно взял себе либо Samsung S23, либо Xiaomi 13. Но в тот же момент, когда я говорю, я бы взял их, у них тоже есть защита от влаги, и они дешевле, что немаловажно. И по многим показателям они лучше, включая экран, но они чуть-чуть больше. То есть для людей, кому важны именно габариты, у вас в принципе альтернатив нет. Советовать данный смарт я могу. Asus постарались, Asus просто супер молодцы. Учитывая, еще раз повторяюсь, комплект, что они сделали все для того, чтобы можно было сказать, они не экономили. Учитывая то, что они запихали сюда самое последнее железо, у вас будет и правда самый последний процессор, самый последний тип внутренней памяти. Очень многие радуются от того, что сканер отпечатков пальцев не в экране, тем более, когда экран такой маленький. Если говорить о его возможностях в играх, он меня приятно удивил. Если говорить о зарядке, 1,5 часа зарядки это долго, с одной стороны. С другой стороны, это не худший результат, что я видел, у Samsung еще хуже бывает, даже у флагманов. Если говорить про камеры и отсутствие, допустим, телевика, ну серьезно, в данном устройстве вообще хоть что-то они запихали, уже неплохо. Следующий момент, если брать, допустим, игры. Я говорю, у него хорошая автономность, но в играх он греется до 45 градусов. Кто играл хоть раз, чтобы корпус был 45 градусов, они примерно поймут, о чем я. То есть вряд ли вы будете играть часами. Хорошо, что яркость он не сбрасывает. Пиковая яркость здесь не космос. Если у вас есть альтернативы взять чуть-чуть что-то больше, это Xiaomi 13 Global и Samsung S23. Все дешевле, все лучше. Надеюсь, что ролик был максимально полезен. Надеюсь, что вы напишите. У меня была прожарка на лайв-канале, где я показывал, где во время стрима я его как тестировал. Одновременно стримил в Твиче и на Польза.нет Live. Напишите, продолжать ли такое, потому что я также хочу погонять Xiaomi Civi 3. Я понимаю, что с Civi 3 смысла было сравнивать практически ноль, с одной стороны. С другой стороны, вы должны понимать, что устройство в 2,5 раза дороже не всегда снимает лучше. Девайсу от меня, вне зависимости от стоимости, а исключительно за уникальность и качество. А он качественный, да. Всем, кто посмотрел, поставил лайк, колокольчик и подписался на соцсети, отдельно огромное спасибо.